Лиза не знала, сможет ли она когда-нибудь простить себя за то, что случилось с ее дочерью. Она просто позволила своей маленькой девочке поиграть одной в лесу, полагая, что там безопасно. Но, по-видимому, все было совсем не так, поскольку Минди умудрилась быть укушенной коброй. Ее срочно доставили к врачу, но у девочки и ее матери были плохие новости. Что вообще здесь делала кобра? Но прежде чем мы начнем нашу историю, нажмите кнопку «Мне нравится», не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить ни одной новой истории. Такое животное не могло выжить в этих краях, но не было никаких сомнений в том, что она все правильно поняла. Врач даже смог подтвердить это по следам укусов. Лиза держала за руку свою дочь Минди, просто ожидая неизбежного. Затем одна из медсестер пришла к ней со странным откровением. Но что за кобра водилась в этих краях? Почему доктор решил, что для Минди уже слишком поздно? И что выяснила медсестра? Справится ли Минди с этим? Лиза просто сидела в своем саду и читала книгу, когда леденящий кровь крик заставил ее вскочить со стула. У нее не было никаких сомнений в том, что это должна была быть Минди. Не задумываясь, она побежала в лес в поисках своей дочери. Она несколько раз выкрикнула имя Минди, надеясь получить ответ. Лес, может, и небольшой, но он был очень густым. Найти здесь свою маленькую девочку было бы очень сложно, если бы у нее не было указаний, куда идти. Ее мозг также работал сверхурочно, пытаясь понять, что могло произойти. В этих краях не должно было быть никаких опасных животных, и никто не знал, что Минди часто играла здесь. Дом находился довольно далеко, так что шансы встретить кого-то, кого она не знала, были крайне малы. Но случилось нечто, чего Лиза никак не могла предвидеть. Лиза увидела это слишком поздно. Большая змея подползла к Минди, и как только Лиза заметила змею, она на долю секунды вцепилась в лодыжку ее дочери. Лиза закричала, когда Минди подпрыгнула от боли и стряхнула змею. Но теперь она приближалась к Лизе. Лиза привлекла внимание змеи, когда появилась, толкая ее к Минди, и теперь Минди была укушена. Лиза должна была что-то предпринять, но змея уже приближалась к ней. Минди пыталась увернуться от змеи, и теперь Лизе предстояло сделать то же самое. Но была ли она достаточно быстра? Змея быстро скользнула в направлении Лизы. У нее было всего несколько мгновений, чтобы принять решение о том, что делать дальше. Она могла попытаться убежать и оставить Минди, но это было немыслимо. Она не могла оставить свою дочь в опасности. Нет, у Лизы появилась другая идея. Ей нужна была ветка, и как можно скорее. Лиза увидела на дереве неподалеку икклерообразную ветку и смогла сорвать ее с дерева. Когда змея подобралась достаточно близко, ей удалось пригвоздить ее голову к земле палкой. У нее получилось. Она поймала змею в ловушку, но теперь ей нужно было избавиться от нее. Думая о Минди, Лиза схватила змею прямо за голову. Она быстро подняла его и запустила как можно дальше от них, вглубь леса. Он приземлился совсем недалеко от Лизы и Минди, за что она была благодарна, но теперь им нужно было убираться оттуда. Лиза подхватила плачущую дочь и бросилась к дому. Лес был густой, но она знала, что должна найти свой дом, и как можно скорее. Минди как можно скорее нужен был врач. Лиза не могла поверить, что в их лесу водится такая змея. Она не была экспертом по змеям, но узнавала кобру с первого взгляда. Лиза не знала, как кобра оказалась в ее лесу, но сейчас она не могла сосредоточиться на этом. Она продолжала мчаться через лес, надеясь, что движется в правильном направлении. И действительно, вскоре она увидела заднюю часть своего дома. Они с Минди были дома, но теперь им нужно было попасть в больницу. Когда они приехали домой, Лиза сразу же посадила дочь в машину и поехала дальше. Она взяла телефон и позвонила в больницу. Они должны были знать, что она приедет. Это была чрезвычайная ситуация, и они должны были быть готовы, если хотели спасти ее маленькую девочку. Администратор больницы была очень смущена, когда Лиза сказала ей, что она доставила пациента, которого укусила кобра. Это казалось невозможным. Кобра где-то поблизости. Это прозвучало так,
Как будто секретарша ей не поверила. Лиза настаивала, что им нужно подготовиться. Но послушают ли они? По эмоциям и панике в голосе Лизы было ясно, что она настроена серьезно и что что-то очень не так. В больнице ей сказали, что они будут готовы принять ее и ее дочь. Была только одна проблема. Но они не хотели говорить ей об этом, пока она не приедет. Они не хотели, чтобы Лиза еще больше запаниковала. Когда Лиза подъехала к больнице, все было готово. Она была уверена, что по дороге туда нарушила все правила, касающиеся ограничения скорости. Но ей было все равно. Она заплатила бы любой штраф, чтобы вовремя оказать дочери помощь, когда подъезжала к отделению неотложной помощи. Там были люди, готовые забрать Минди. Как только она остановится, Минди хромала из-за укуса. Поэтому медсестры положили ее на больничную койку и отвезли в палату, чтобы врач осмотрел ее. Это действительно был укус кобры. Они пришли к выводу, что нужно удалить как можно больше яда. Но оставалась еще одна проблема. Это не было стандартной процедурой. Обычно они начинали с введения противоядия, но в больнице его не было. Для кобр было ненормально жить здесь, и больница не была готова к тому, чтобы иметь дело с жертвами укусов. Ни в здании, ни в какой-либо больнице поблизости не было ни капли противоядия. Поэтому больнице пришлось начать с того, чтобы вывести как можно больше яда из организма Минди как можно быстрее. К сожалению, яд, скорее всего, уже был в крови Минди. Это могло вызвать серьезные проблемы. Лиза была в смятении, а Минди выглядела неважно. Им требовалось противоядие. Медсестры продолжали работать с Минди. В любой момент могли появиться симптомы, которые могли привести к смерти Минди. Лиза не могла представить, как будет жить без своей маленькой девочки. Врач попросил срочно доставить противоядие, и оно было уже в пути. Но не будет ли уже слишком поздно? Врач ожидал, что противоядие прибудет слишком поздно, но потом выяснилось, что в бутылке Минди яда вообще не было. Кобра была чьим-то домашним животным и сбежала пару дней назад. Но хозяина удалили ядовитые железы, так что Минди отделалась лишь парой легко поддающихся лечению колотых ран. Через несколько часов она снова была на ногах.